Привет и добро пожаловать на канал, посвященный майнингу на ноутбуках. Сегодняшний выпуск посвящен подготовке ноутбука к майнингу. Мы поговорим о том, какая операционная система должна быть на ноутбуке, как правильно ее запускать и настроить. В общем, сделаем все приготовления, необходимые для того, чтобы наш ноутбук майнил долго и с максимальной эффективностью. Погнали! И начнем мы с выбора операционной системы для нашего ноутбука. Так как в первом выпуске мы уже определились с тем, какой ноутбук нам нужен для майнинга, то любой ноутбук, удовлетворяющий нашим критериям, легко и непринужденно будет работать с операционной системой Windows 10. Кто-то, безусловно, может возразить, что и под Linux можно настроить ноутбук для майнинга, но если под Windows можно добиться максимальной эффективности, то лично мне, например, было бы лень углубляться в дебри Linux. Итак, Windows 10. Почему не Windows 11, начавший появляться на рынке? Потому что на данный момент люди, кто уже экспериментировал с Windows 11, не добились какого-либо повышения хешрейта, а скорее наоборот. А вот решения под 10 Windows уже давно найдены и проверены временем. Но с Windows 10 все не так просто. Ведь наша задача отдать максимум ресурсов ноутбука именно на майнинг, а Windows куча приложений абсолютно нам не нужных, которые жрут ресурсы памяти, процессора и диска. Именно поэтому я рекомендую версию Windows 10 LTSC. Это корпоративная версия операционной системы, в которой вырезано много того, что нам для майнинга никак не пригодится. Скачать ее ознакомительную версию можно по ссылке, которую я оставил в описании, а затем купить лицензию. Это один из вариантов, который я рекомендую. Но если вы захотите скачать эту операционку с торрентов, то кто я такой, чтобы запрещать вам это? Итак, с версией операционки разобрались. Следующий шаг – определиться, куда и как мы эту операционку запишем. Представьте себе ситуацию. Не дай бог, у вас что-то случилось с ноутбуком и нужно нести его в гарантийную мастерскую. Ноутбук не включается, а когда его починят, мастера могут найти записанные на жестком диске майнер и другие программы для разгона. В свете негативного отношения некоторых производителей ноутбуков к майнерам, такой вариант нельзя исключать. В итоге, перед тем, как нести в ноут в гарантийку, вам нужно провести целую экспедицию по разбору ноутбука, выниманию жесткого диска, подключению его к другому ноутбуку и очистке всех следов майнинга на нем. В общем, развлекуха та еще. Гораздо проще все программы для майнинга и настроенную под них операционку держать на отдельной флешке. Что-то случилось, вытащил флешку и пошел в гарантийку с чистым сердцем. Еще одна ситуация. Вы используете ноут как для работы, так и для майнинга. Чем дольше используете ноут для работы, тем больше на нем появляется всяких приложений, висящих в фоне и отбирающих мощности, которые можно было бы потратить на майнинг. Флешка и тут существенно облегчает жизнь. Захотели помайнить, вставили настроенную флешку, перезагрузили ноутбук, запустили майнинг. Надо поработать на ноутбуке самому, перезагрузили его, вошли в BIOS, чтобы не вынуть флешку раньше времени. Затем уже вынули флешку и стартовали загрузку жесткого диска. Надеюсь, насчет необходимости майнить именно с флешки я вас убедил. Теперь поговорим о том, какая флешка нужна. В принципе, подойдет любая флешка на 32 гигабайта и выше. Не сильно старая, ведь ресурс циклов чтения и записи у них ограничен. Если же вы планируете покупать для майнинга новую флешку, то я рекомендовал бы вот эту. В чем ее преимущество? Куча положительных отзывов на Яндекс.Маркете, достойные технические характеристики и, что тоже немаловажно, минимальный размер внешней части корпуса, торчащий из USB-порта. Риск задеть флешку всегда есть, и если очень хорошо задеть, это может привести к существенным убыткам. Соответственно, чем меньше она торчит из ноутбука, тем меньше вероятность ее чем-нибудь задеть. Почему я рекомендую 64 гиговую, а не 32? На всякий случай. Разница в стоимости у них примерно 300 рублей, а запас по месту на возможный непредвиденный случай будем иметь двукратный. Могу сказать, что все мои ноутбуки работают именно с такими флешками, и с конца апреля 2021 года пока ничего плохого сказать про них не могу, только хорошее. Итак, с флешкой разобрались. Имидж операционки скачиваем, поставив точку на Enterprise LTSC, нажав кнопочку «Продолжить» и заполнив эту нехитрую форму. После того, как вы введете сюда все данные, нажимаете «Продолжить» и скачиваете образ операционки Windows 10 LTSC на свой жесткий диск.
И вот флешка у нас куплена, имидж операционки скачан. Теперь нам нужно сделать нашу флешку загрузочной. И для этого нам понадобится программа Rufus, ссылку на которую я также оставил в описании. Заходим на сайт программы и скачиваем последнюю версию. Вот надо сюда прокрутить. И на данный момент последняя версия это Rufus 3.17. Открываем скачанный Rufus. Здесь у нас указана наша флешка, которую мы будем делать системной. Здесь нам нужно выбрать файл образа, только что скачанный, системы Windows 10 LTSC. Если надо будет выбрать между 32-битной и 64-битной, конечно же выбираем 64 бита. Далее параметры образа Windows to Go, схема раздела MBR. Метку тома можно в принципе поставить любую, я всегда именую флешки по модели ноутбука, для которого эту флешку делаю. Так как дальше мы будем продолжать на ноутбуке MSI GF6510UE, то соответственно так я эту флешку и назову. GF6510UE 1. Далее файловую систему оставляем NTFS и запускаем создание системного диска. Тут некоторые сборки предлагают выбрать вариант сборки. Предупреждение, подтверждение. Поехали. Итак, почти за 15 минут, чуть меньше, наша флешка готова и можно запускать ноутбук. Итак, вставляем флешку в наш ноутбук, включаем его, сразу же входим в BIOS для того, чтобы изменить порядок загрузки, поставить первой нашу флешку, идем в boot. Как войти в BIOS, на MSI ноутбуках нужно нажимать кнопку Delete. Если вам нужно попасть в расширенный BIOS, то нужно нажать комбинацию клавиш правой рукой, зажимаете правый Shift и правый Ctrl, а левой рукой левый Alt и F2. Сейчас покажу, как это делается. Справа, слева, вот у нас расширенный BIOS. Но тут как бы уже ноутбук настроен, поэтому порядок загрузки, как видите, первая опция это USB hard disk, все остальное у меня отключено, потому что ноутбук пользуется исключительно для майнинга. Значит, выставляем первым номером нашу USB флешку, сохраняем настройки, перезагружаемся, и сейчас пойдет установка Windows на наш ноутбук. Здесь нам нужно выбрать регион, и во многих сборках Windows 10 LTSC после этого возникает ошибка OOBE регион, как сейчас у нас. Ничего в этом нет страшного. Сейчас я покажу, как эту ошибку преодолеть. Для этого нужно набрать комбинацию клавиш Shift и F10. Мы выходим в консоль, и здесь мы сейчас заведем нового пользователя и дадим ему административные права, после чего вернемся опять сюда же в установку. Для этого нам нужно набрать несколько команд. Здесь GF6510UE1 это название моего ноутбука. Добавили пользователя. Дальше вводим его, наделяем полномочиями администратора.
Далее выходим обратно в установку. Погнали дальше. Даем поработать примерно минуту после заведения нового пользователя и перегружаем компьютер, нажимая кнопку отключения питания на 4 секунды. Ну, то есть выключаем и включаем его еще раз. Обязательно держим 4 секунды, чтобы он выключился. Вот он выключился у нас. Включаем еще раз. Смотрим, что получилось. Ничего страшного. Здесь мы выбираем нашего юзера GF6510UE. И в дальнейшем загрузка будет проходить именно для этого пользователя. Продолжаем установку. Здесь мы снимаем все переключатели в нет, нам ничего этого не нужно. И вот мы в чистой Windows 10 LTSC. С левой стороны внизу у нас будут расположены ярлыки вызова программ, необходимых нам для майнинга. Справа внизу у нас будут выведены необходимые нам значения температур, частот и прочего, необходимые нам. Ну и соответственно на рабочем столе будут расположены папки майнеров, которые мы будем периодически обновлять, скачивая и заменяя старые папки. Чуть-чуть наведем порядок, отключим ненужное. Поиск не нужен, кнопка просмотра задач не нужна. Количество новых уведомлений тоже нас интересовать не будет. Теперь подключаемся к интернету. Отлично, подключились. Теперь устанавливаем браузер Chrome. Для этого пуск стандартный Internet Explorer. Здесь набираем Chrome. Сразу же видим результаты выдачи. Обязательно обратите внимание, что скачивать Chrome нужно только с сайта Google, либо Google.ru, либо Google.com. Ни в коем случае не с каких-то других, иначе вы рискуете подхватить троян. Снимаем галочку, нажимаем скачать и загружаем браузер Chrome. Вот наш Chrome. Закрываем Internet Explorer, он нам больше не понадобится. Идем в настройки. Здесь делаем следующие настройки: конфиденциальность и безопасность. Безопасность. Защита отключена, иначе браузер будет ругаться на скачиваемые майнеры. Отключить. Дальше. Внешний вид. Все нормально. Поисковую систему я предпочитаю Яндекс. Вы как хотите. Браузер по умолчанию
использовать. Тоже было бы неплохо настроечку сделать. Запуск Chrome. Открытие ранее открытых вкладок. Спасибо за новую функцию. И скачанные файлы я предпочитаю сразу на рабочий стол. Собственно, вот все настройки. Да, еще прикрепляем к панели задач вызов Chrome. Далее, для того, чтобы лучше ориентироваться в своих ноутбуках, если он у вас не один, через удаленный доступ необходимо его как-то обозначить. И я уже ранее говорил о том, как я обозначаю ноутбуки. Собственно, именовал так флешку. В это же имя я и переименую ноутбук, потому что изначально имя ноутбука ни о чем вам не будет говорить, оно такое рандомное. Делается это через пуск. Далее параметры, система, о системе и переименовать этот ПК. Напомню, что он у меня был назван GF65 10 UG. Это по имени модификации, ну и порядковый номер 1. Вот видите, имя недопустимо, потому что нижнее подчеркивание не приемлет Windows для имени компьютера, поэтому меняем нижнее подчеркивание на тире. Сейчас должно все быть нормально. Вот. Ну и, соответственно, перезагружаемся для того, чтобы имя новое вступило в силу. Ну вот, мы перезагрузились. Кстати, далее этот ярлык, он нам не нужен. Собственно, так же, как и значок, этот компьютер можно убрать через персонализацию, темы, параметры значков рабочего стола, убрать здесь галочку. Давайте проверим, какое имя теперь у нашего ноутбука. Ну вот, теперь другое дело. Теперь наш ноутбук может быть однозначно опознан любой системой удаленного доступа. Поехали дальше. Теперь загружаем архиватор. По опыту работы встроенный архиватор Windows не всегда адекватно справляется со своей работой, поэтому я предпочитаю использовать WinRAR. WinRAR зарекомендовал себя своей простотой, многофункциональностью, ну и, собственно, это бесплатная программа. Откуда качать? Качать ее нужно с сайта разработчика rarlab.com. Тогда тем самым вы защитите себя от вируса, который может быть имплантирован в тот же самый архиватор, но скачанный с какого-либо другого сайта, не относящегося к разработчику. Итак, заходим на сайт, ссылку я добавлю в описание, выбираем свой язык, Russian 64 бит, обязательно 64 бита. Видите, браузер нас все равно предупреждает, что наш архиватор может нанести вред компьютеру. Все это, конечно, бред собачий. Скачиваем, устанавливаем. Отлично. Инсталлятор можно удалить. Переходим к драйверам. В наши планы не входит загрузка максимального количества драйверов, достаточно только тех, что влияют на производительность майнинга. Нам нужно зайти на сайт производителя ноутбука. В данном случае это MSI. Вот он. И найти соответствующие драйвера для данной модели. Сервис. Загрузки. Ноутбуки. Пишем модель. Наша модель с RTX 30. индекс 0.65. Заходим. Поддержка. Выбираем еще раз модель. И вот, собственно, BIOS как бы по желанию. Не факт, что обновление BIOS будет на пользу.
А вот драйверы нам нужны. Здесь выбираем соответствующую операционную систему. И давайте посмотрим. Bluetooth нужен нам? В майнинге не нужен. Чипсет, да, нужен. Значит, загружаем. VGA, безусловно, нужен. И встроенный, и дискретный. Intel Management Engine, ну, наверное, тоже нужен. Rapid Storage. Storage нас не интересует, мы вообще работаем с флешки. Touchpad также нас не интересует. Беспроводная сеть нас тоже не интересует. Мы будем работать исключительно по проводу. Аудио тем более не нужно. Ну и сетевой драйвер тоже нам нужен. Что у нас тут еще? Ну, в BIOS опять же по желанию. Вот. Утилиты. Ну, утилита нам нужна будет отсюда. MSI Dragon Center. Мы ее будем не с Microsoft Store, а просто бьем здесь MSI Dragon Center. И загрузим ее с сайта производителя. Ну что же, все, что нужно, мы скачали. Сейчас по очереди я установлю все драйвера в ускоренном режиме, чтобы вас не задерживать. Ну и последним установлю Dragon Center. Напомню, что Dragon Center это только для моделей фирмы MSI. Немножко остановлюсь подробнее на том, что такое программа Dragon Center. Это очень важная для майнера программа. Она позволяет делать две вещи. Первая вещь это регулировка, установка сценариев регулировки вентиляторов графического процессора и центрального процессора в зависимости от температуры, что позволяет нам держать температуру безопасной. И второе, не менее важное, это установка процента заряда аккумулятора, потому что если у вас на ноутбуке майнящем 24/7 будет на 100% заряженный аккумулятор, он гораздо быстрее выйдет из строя, чем если он будет заряжен на 50-60%. И, соответственно, в сервисных программах подобного типа есть такая настройка, когда она удерживает заряд аккумулятора не больше 60%. Вот. Также есть еще один маленький лайфхак. Вот, допустим, вот на этом ноутбуке, на GF65, он проработал у меня приблизительно полгода, после чего стало показывать процент износа, HV-Info стало показывать процент износа 78% у аккумулятора. И как бы я сначала приуныл, потом вспомнил о том, что тот же самый Dragon Center рекомендует каждые 3 месяца делать перекалибровку аккумулятора. Ну, соответственно, терять нечего. Я эту перекалибровку сделал, и процент износа стало показывать 1%. Вот, соответственно, если действительно этим цифрам можно верить, то смысла никакого в вытаскивании аккумуляторов я не вижу, потому что, ну, если за полгода 1%, ну окей, там 2-3. Ну, сколько будет ноутбук майнить? 3-4 года. Ну и сколько там, 10-20% аккумулятора уйдет. Ну, как бы вы все равно будете его продавать как бэушный ноутбук, и аккумулятор будет более чем работоспособен. А вынимая, как некоторые делают аккумуляторы, вы подвергаете себя риску, если вас не будет рядом, когда отключится или будет перепад электричества, ваши все ноутбуки просто выключатся без аккумуляторов, перестанут майнить, и пока вы туда не доберетесь, не повключаете, все это уже может привести к довольно большим убыткам. А если вы уехали в отпуск, и все ваши ноутбуки простоят неделю-две, не майня, не принося дохода, это уже будут прямо действительно большие деньги. Поэтому на данный момент я сомневаюсь в том, что есть эффективность в вынимании аккумулятора из ноутбука и работе его без аккумулятора. Чтобы не тратить ваше время, я
опущу момент установки драйверов, в этом нет ничего сложного. А вот по поводу программы Dragon Center один момент. Ее устанавливаешь, вроде как она установилась здесь, но на самом деле она устанавливается в два этапа. Вторым этапом нужно запустить ее от имени администратора и продолжить загрузку. То есть она еще до конца не установилась. Вот два этапа. Сейчас второй этап запустим. И вот она уже начинает устанавливаться. Сейчас быстренько это все промотаем дальше. И продолжим настройку ноутбука. Ну вот мы установили Dragon Center. Сейчас перезагружаем компьютер и возвращаемся к его настройкам. Вот мы перезагрузились. Включаем Dragon Center. Повторюсь, для MSI программа Dragon Center. Для Lenovo управление вентиляторами вообще сторонней программой. Там для Asus отдельная программа. Смотрите, ищите для своего производителя подобные программы, но без них никуда. В дальнейших выпусках мы будем подробнее останавливаться на том, чем настраивать ноутбуки конкретных производителей. Пока я просто как пример показываю на ноутбуке MSI, как это все делается. Итак, нам нужно сделать две вещи. Ну, давайте начнем с аккумулятора. И вот видите, здесь у нас вот функция состояния батареи. Нам нужно выбрать баланс. Прошу прощения, оптимально для батареи. То есть здесь будет максимальная защита ее. 60 плюс здесь же функция калибровки. То есть каждые 3 месяца производитель рекомендует калибровать ее для того, чтобы она показывала реальный заряд, разряд и адекватно работала в ноутбуке. Значит, поставили сюда. Теперь, что касается вентиляторов. Вентиляторы регулируются в пункте User Scenario, пользовательский режим. Здесь выбираем дополнительно и нажимаем на шестереночку. Здесь мы можем двигать ползунки, настраивая соответственно, чем правее, тем горячее. Настраивая как температуру CPU, то есть центрального процессора, так и температуру GPU, то есть графического процессора, собственно, который будет у нас греться больше всех. Ну что же, с вентиляторами и управлением аккумуляторами разобрались. Прикрепим на панель задач эту программу, она нам еще понадобится. И можно удалить дистрибутив с рабочего стола. Следующий пункт нашего путешествия и настройки является программа удаленного управления компьютером. Не секрет, что далеко не всегда удобно ставить майнищие ноутбуки там, где, собственно, ты живешь и работаешь. Впрочем, даже и там на балкон сходить далеко не всем хочется, когда можно просто нажать пару кнопок мышкой и попасть внутрь своих ноутбуков и делать все, что захочется. Собственно, очень удобная вещь, всем рекомендую. Что касается конкретной программы, ну, раньше я пользовался TeamViewer, это такая, наверное, самая популярная программа, но, так сказать, они, ну, прям скажем, выжимали все, чтобы все пользователи становились платными, вот, ограничивали всячески бесплатную версию, и, в общем, жить просто с ней стало невозможно, поэтому я поудалял ее со всех компьютеров. И сейчас пользуюсь другой, называется Light Manager. Ну вот, давайте сейчас ее скачаем как вариант. Я не могу сказать, что это прям самый лучший вариант, но до 30 компьютеров он бесплатен. Это как бы тоже аргумент.
Вот, поэтому, если у вас есть более интересный и работоспособный вариант, который еще может и бесплатно к тому же работать, пишите в комментариях, с удовольствием изучу эти программы. Ну а пока lightmanager.ru, скачиваем программу для Windows. Опять же, смотрите за сайтом. Вот lightmanager.ru это проверенный сайт, где действительно программа без всяких вирусов. Скачиваем. Бесплатная она может быть, кстати, если у вас до 30 компьютеров. Итак, смотрите, здесь есть две версии программы. Light Manager Server и Viewer. Значит, на ноутбук, занимающийся майнингом, нужно установить программу версии сервер. А вот на тот компьютер, откуда вы будете вести наблюдение и управление, там, соответственно, нужно будет установить версию Viewer. Устанавливаем сервер. Так, ну, здесь нужно ввести пароль для подключения. Сделаем какой-нибудь 1, 2, 3, 4. Сейчас, 1, 2, 3. Как вариант, можно разрешить подключение по ID. Окей. Запускаем. И теперь, имея наш ID, мы можем, вот он наш ID, наш пароль, который мы ввели, и, соответственно, с программы Viewer, с того компьютера, мы можем произвести соединение и получить полный доступ к этому компьютеру. Еще один момент. Нам нужно, чтобы программа удаленного доступа всегда загружалась вместе с ноутбуком. Иначе при перезагрузке мы можем не получить доступ к нашему ноутбуку, и, возможно, это приведет к каким-то финансовым последствиям для нас. Значит, можно, конечно, в настройках программы указать, поставить галочку «Загружаться вместе с Windows», но по опыту почему-то этот способ работает не всегда. Я предпочитаю непосредственно ярлык программы закидывать в специальную папку автозагрузки, и, собственно, так автозагрузка получается стопроцентной. Как это сделать? Значит, ну, во-первых, нам нужно понять, где у нас находится наша стартовая ярлык старта нашей программы. Вот у нас это ярлык вызова, да? Мы нажимаем правую кнопку мыши дополнительно и перейти к расположению файла. Вот у нас эта папка, где у нас, собственно, этот ярлык старта. Делаем его копию, копировать, вставить на рабочий стол. А теперь, значит, нам нужно выполнить команду shell startup. Вот так вот это пишется. И вот наша папка автозагрузки. Теперь вырезаем ярлык запуска, вставляем в эту папку, и теперь мы гарантированно получаем стопроцентную загрузку. В эту же папку мы добавим позже вызовы майнеров и еще некоторых вспомогательных программ. Следующая необходимая нам программа мониторинга температур, частот и прочих параметров нашего ноутбука. Тоже архиважная для нас программа. Так, автозагрузку мы пока закрываем. Все это закрываем. Это нам уже не нужно. Вот у нас здесь висит программа удаленного доступа всегда.
Значит, итак, следующая это программа HV-Info. Вот, собственно, сайт hvinfo.com. Насчет hvinfo64 ничего не знаю. Мне кажется, что это не имеет отношения к разработчикам. Итак, free download. Загружаем HV-Info. И устанавливаем на компьютер. Запускаем. В принципе, нам нужны только сенсоры. Если выскакивает такое предупреждение, ставим галочку и нажимаем кнопку «Не мониторить этот сенсор». Итак, вот у нас параметры нашего ноутбука, и нам не просто нужно как бы смотреть на эту простыню, нам нужно сделать акцент на нескольких параметрах, которые мы сейчас выведем с вами вот сюда в правый нижний угол экрана. Итак, нам нужно не просто смотреть на кучу параметров, а вывести, чтобы всегда были перед глазами самые нужные. Какие самые нужные? Ну, прежде всего, температура графического процессора. Причем я предпочитаю не саму температуру графического процессора, а температуру так называемого хотспота выводить. Хотспот это переводится как самая горячая точка, то есть это обычно, в зависимости от ноутбука, от 3 до 7-8 градусов больше по температуре, чем температура графического процессора. Ну, я как-то предпочитаю ориентироваться по ней. Значит, мы наводим мышку на строчку GPU Hotspot и выбираем Add to Tray. Add to Tray. У нас вот в трее появилась температура хотспота. Следующие данные, которые нам необходимо вывести, это Core Voltage. Это, собственно, вольтаж ядра графического процессора. Обязательно тоже нужно будет мониторить. Тоже добавляем в трей. Вот, появилось. Пока здесь нули, не обращайте внимания, как бы когда майнинг не происходит, когда система в состоянии покоя, HV-Info показывает нули. Как только начнется майнинг, все эти значения оживут, мы еще с вами это все увидим. Значит, Core Voltage добавили. Следующее у нас это частота самого GPU. Тоже важно будет мониторить. Добавляем в трей. Причем, видите, они все в каких-то разных цветах. Я лично делаю это все без цветной подложки. Это уже как хотите. Если захотите изменить размер шрифта или цвет подложки, идете в Tray Icon Settings. Здесь можно background, здесь можно текст. Я всегда ставлю просто прозрачный фон у всех. И, в общем, тут уже на любителя. И Core Voltage тоже. Так, и у нас еще с вами после частоты, собственно, графического процессора не менее важный, а может быть даже и более важный параметр, это частота памяти GPU. Тоже добавляем в трей. Видите, у нас уже здесь 4 параметра. Ну и пятый и последний, то, что мы будем выводить, это температура нашего центрального процессора, то есть CPU. Вот она, по CPU что-то там форечит у нас, поэтому здесь
температуры показываются. Тоже это tray. Settings. И вот у нас наши замечательные параметры. Ну, их всех нужно вынести сюда, чтобы они при первом же взгляде были перед глазами. Итак, вот эти 5 параметров. Вы спросите меня, почему именно эти 5 параметров? Ну, тут довольно все просто. Температуры ЦПУ и ГПУ нужны нам тупо для мониторинга, чтобы они не превышали каких-то значений, которые могут быть критичны. Суть в том, что опосредованно через температуру ГПУ мы сможем понять температуру, которая не отслеживается, к сожалению, потому что на самой видеопамяти нет датчиков температуры. По разным оценкам, во время майнинга температура памяти приблизительно на 20-30% больше, чем температура ГПУ или хотспота. То есть, грубо говоря, если у нас при майнинге будет температура хотспота 65 градусов, то, соответственно, приблизительно прибавив там, где-то 25-30, мы получаем температуру 90-95 градусов на памяти. Больше 100 градусов я крайне не рекомендую держать температуру памяти, потому что кремний, из которого сделаны, собственно, микросхемы, все в том числе и память, он с увеличением температуры деградирует в геометрической прогрессии. То есть, чем горячее температура памяти, тем быстрее вы убиваете свою память, она перестает держать то, что держала еще раньше, приходится уменьшать частоты, и, в общем, это и ведет к убыткам. Поэтому никогда не пережигайте слишком память. И, соответственно, по поводу двух параметров я объяснил, которые мы выводим. Это температура ГПУ или хотспота, кому как больше нравится, и температура ЦПУ. А еще 3 параметра — это самые, что ни на есть, используемые используемые параметры для андервольтинга. Андервольтинг — это то, о чем мы будем говорить в следующих выпусках. Это необходимая вещь для того, чтобы максимально настроить ноутбук так, чтобы он выдавал больше мегахэшей и при этом тратил меньше на это энергии, то есть потреблял меньше электричества и производил меньше тепла. Соответственно, вот эти вот цифры будут нам показывать, применились ли параметры андервольтинга. Не всегда бывает такое, что они применяются все целиком или же вовсе не применяются. А с этими цифрами, которые выведены у вас перед глазами, вы всегда можете понять, что ваш ноутбук работает сейчас на тех частотах и на том вольтаже, который вы, собственно, задавали при настройке. Чуть позже мы к этому вернемся. А пока вот, собственно, здесь эти наши 5 самых важных параметров. Значит, HV-инфо мы тоже закрепляем на панели задач. Значит, вот видите, я закрыл ее, и у меня все пропало. Нужно сделать настройку в программе, чтобы она, когда закрывается, она просто уходила в трей, а не закрывалась совсем. По-моему, это здесь. Вот, minimize sensors instead of closing. Сейчас мы запустим сенсоры. У нас все наши вот эти вот параметры. Идите сюда, видите, тут зашевелилась какая-то температура. Вот они, соответственно, уже стали показывать что-то, но активность прошла и опять по нулям. Ничего страшного, когда будет майнинг, без проблем. Это все
все показываться не будет. Ну и, соответственно, вот они наши сенсоры, мы закрываем программу, но она остается в трее, наши показатели все остались на виду. Кстати, программу HV-Info также рекомендую занести в автозагрузку. Смотрим, где у нас расположен ярлык. Точно так же копируем его, вызываем Shell Startup, то есть папку автозагрузки, где у нас уже есть автозагрузка удаленного доступа, и вставляем туда ярлык HV-Info. Гарантированно будет все загружаться. При майнинге нам абсолютно не нужен работающий экран ноутбука. Ну, понятно, что он нам нужен, когда мы настраиваем ноутбук, но дальше в процессе майнинга он только будет есть дополнительную энергию и прожигать матрицу. Поэтому нам необходимо сделать так, чтобы при неиспользовании экран максимально быстро гас, а также чтобы мы могли беспрепятственно закрывать крышку ноутбука, и это никаким образом не влияло на майнинг. Для этого нажимаем правую кнопку на пуске, управление электропитанием, далее дополнительные параметры питания, обязательно ставим на план максимальная производительность, нажимаем ссылку настройка схемы, далее изменить дополнительные параметры питания. Значит, что нам здесь нужно проверить прежде всего? Значит, отключение жесткого диска. Смотрим только от сети, от батареи, как бы майнинг, он и майнеры, хешрейт сразу падает. В общем, как бы от батареи мы майнить не собираемся, поэтому настройки нам нужны для сети. Так, отключение жесткого диска должно быть никогда. Далее, сон после. От сети тоже никогда. Гибридный спящий режим от сети выкл. Значит, гибернация после тоже никогда. И действие закрытия крышки вот здесь вот от сети действия не требуется обязательно. Так, и еще, значит, момент экран. Отключать экран. Мне лично я всегда ставлю 1 минуту. То есть настроил ноутбук и, собственно, нечего ему гореть. Вот, соответственно, все настройки применили. Теперь при закрытии крышки ноут не будет уходить в спящий режим, майнинг будет продолжаться. Значит, еще один такой момент. У нас может быть такое, что на компьютере есть только сбалансированная схема управления питанием, а вот максимальной производительности нет. Нам нужна именно эта схема, и есть способ ее включить, даже если она не отображается. Для этого нам нужно, значит, командную строку вызвать. Для этого правая кнопка на клавише пуск, потом выполнить, потом 3 буквы CMD, это командная строка. Ну а дальше нужно вбить большой набор букв, я сейчас его вобью. Если, соответственно, у вас такая проблема, то перепишите этот код, сделайте то же самое, и максимальный режим у вас появится. Вот это заклинание. Вот такое вот заклинание. Вот. Продолжаем дальше. Мы уже почти на финишной прямой. Осталось всего несколько шагов для того, чтобы наш ноутбук был полностью готов к установке майнеров, ну и, собственно, к майнингу. Есть еще несколько моментов. Значит, первый момент, который я с опытом обнаружил, это когда у вас ноут по каким-либо причинам, либо вам нужно перезагрузить, либо он сам перезагружается, бывает но редко, вот, и не может потом залогиниться вновь. Это бывает
когда система начинает требовать пароль, потому что тот, который был, устарел. Нам нужно убрать эти недоразумения, чтобы гарантировать стопроцентную вероятность перезагрузки, успешной перезагрузки нашего ноутбука. Значит, пуск выполнить. Дальше набираем нет pl из. Видите, тут требовать ввод имени пользователя и пароля. Снимаем эту галочку, применяем. Соответственно, пароль лучше никакой не задавать. Окей. Все, у вас будет автоматический вход. Ну и также нам нужно убрать устаревание пароля, чтобы не ругалось на нас. Опять же выполнить. Выбираем cmd командную строку и пишем там следующее заклинание. Команда выполнена успешно. Так мы убрали устаревание пароля. Ну и напоследок хочется сказать об обновлениях Windows. Для обычной эксплуатации компьютера или ноутбука они, безусловно, полезны, однако же для майнинга в них нет никакой необходимости. Более того, они требуют дополнительных периодических перезагрузок, что также майнеру совершенно не нужно. В интернете есть много способов отключения обновлений, но все они рано или поздно дают слабину, и обновления начинают загружаться, вновь требуя все новых перезагрузок. Однако этот способ, который я хочу предложить вам, пока работает. Значит, пуск выполнить gpedit msc. Далее конфигурация компьютера, административные шаблоны, компоненты Windows, центр обновления Windows. Меняем 3 параметра. Значит, ищем указать размещение службы обновлений Microsoft в интерсети. Вот она. Меняем на включено. А адрес службы пишем localhost. Сохраняем. Еще, наверное, сюда. Вот так. Вот так. Следующее, второе. Не подключаться к расположениям центра обновления Windows в интернете. Вот она. Меняем просто на включено. И третье, настройка автоматического обновления. Ставим отключено. Ну вот и все. Перезагружаемся и получаем ноутбук полностью настроенный для добычи криптовалют. Осталось только поставить майнеры. Дело в том, что для графических процессоров AMD и для графических процессоров NVIDIA нужны разные майнеры, поэтому я разнесу эти видео на 2 отдельных выпуска. Совсем скоро выйдет видео по установке и запуску майнеров для майнинга как на GPU, так и на CPU на NVIDIA, и чуть позже на AMD. Ну, собственно, на этом спасибо всем, кто досмотрел, кому это было полезно. Если кому понравилось это видео, не забывайте подписаться и поставить лайк. Ну и до новых встреч в эфире. Пока-пока.